Что скрывает режим от народа? Экономическая команда Народного антикризисного управления продолжает анализ экономической политики режима с целью недопущения обмана белорусов. В этом видео ряду решений режима Лукашенко хотелось бы уделить более пристальное внимание. На основании действующего законодательства Министерство финансов Беларуси обязано информировать граждан о приоритетах проводимой бюджетной политики, источников поступления средств в бюджет, направлениях их расходования, повышать бюджетную грамотность и формировать в обществе понимание принимаемых государственных решений в бюджетной сфере. Ведь, уплачивая налоги, гражданин страны непосредственно участвует в формировании доходной части бюджета и имеет право знать, как, куда и кем используются средства бюджета. Так нелегитимные власти прописали для себя в законе. Так они обещали белорусам. Но как на самом деле исполняются эти законы? Минфин ничего оригинального не придумал и просто закрыл информацию об исполнении бюджета, закрыл информацию о поступлениях в казну и о расходовании денег, закрыл от тех, кому эти средства принадлежат по закону, от нас с вами. То есть режим в прямом смысле стал скрывать информацию о том, куда тратить деньги налогоплательщиков. Возможно, он тратит их на то, на что пообещал белорусам. На социальную защиту населения, на повышение благосостояния граждан, на поддержку пенсионеров, на иные социальные выплаты. Но ощущают ли такую заботу и поддержку сами белорусы? Зато белорусы точно видят, как режим Лукашенко тратит народные деньги из бюджета на поддержание своей власти и военной агрессии в Украине. В проекте бюджета на 2022 год на такие статьи, как национальная оборона, судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности предполагалось потратить около 5 миллиардов рублей. Но поскольку расходы на них значительно пришлось увеличить, ведь мы все с вами видим, сколько средств тратится на военную агрессию против Украины, то на здравоохранение, культуру, образование, вероятнее всего, расходы пришлось уменьшить. Как минимум поэтому режим и скрывает информацию от народа, скрывает надежды на то, что белорусы и дальше будут безропотно пополнять его казну, получая взамен лишь небольшие подачки в виде минимального повышения различных социальных выплат. Например, повышение пенсии на 10% за счет тех пенсионеров, которые не пережили пандемию. Информацию о количестве смертей которых также тщательно скрывал и продолжает скрывать режим. Это ли не цинизм антигуманной системы Лукашенко? Ведь диктаторская система точно знает, что открытость и прозрачность – это ее самый страшный враг. А белорусы понимают, что открытость и прозрачность – это основа демократического общества. Для того, чтобы достичь цели по построению свободной, демократической Беларуси, белорусскому обществу придется приложить немалые усилия. Но возможность государственного аппарата функционировать на новых принципах должна быть подготовлена уже сейчас. И поэтому одним из первых законов в новой, свободной, демократической Беларуси может быть закон о прозрачном народном бюджете, который не позволит распоряжаться народными деньгами без ведома белорусов.